Привет! Начать свою медицинскую рубрику я решил с актуальной темы. Надеялся, что мне удастся пройти мимо, но слишком уж много вопросов я получаю и вижу, что эта тема продолжает вас волновать, тем более сейчас, когда начинается массовая вакцинация. Пояснения по структуре подачи информации, источникам и достоверности я вынес в отдельное видео, чтобы здесь они нам не мешали. Поэтому сразу к делу. Итак, дистресс-синдром – цитокиновый шторм. Почему безобидная инфекция превращается в катастрофу? И сразу, внимание, спойлер, из-за неправильного стресса. Разберемся. Еще в 20 веке академик Вернадский предложил модель Вселенной как единого организма. А в организме каждый орган полностью обеспечивается всем необходимым для выполнения своей функции. Попробуйте представить, например, желудок, ведь организм не говорит ему: ты должен переваривать пищу, а где ты ее возьмешь, меня не волнует. Желудок получает колбасу и курицу-гриль бесплатно и зачастую в гораздо больших количествах, чем ему в действительности нужно. По такому же принципу устроена стая любых животных, в том числе и человека. Например, у пчел есть рабочие, есть те, что сидят в улье и занимаются только размножением. Человек также рождается с уже определенной ролью в стае. Если ваше призвание – охота, то природа еще до появления на свет наделит вас силой, ловкостью и подготовит оленей для добычи. Если ваша обязанность сидеть в пещере и выращивать детей, то еду, тепло и защиту дадут вам другие. Таким образом, в природе любая стая полностью укомплектована всем необходимым для спокойного проживания на планете. Женщины и дети находятся в тылу, под охраной. Те, кто отвечает за пищевые запасы, не боятся, что они закончатся, потому что есть охотники. А охотники, в свою очередь, хоть и испытывают стресс, но, во-первых, они прекрасно к нему приспособлены, во-вторых, это правильный стресс. Он вызывает кратковременную выработку положительных гормонов, таких как адреналин, дофамин. Эти гормоны усиливают работу мышц, повышают концентрацию внимания. Кроме того, впоследствии этот стресс уравновешивается чувством радости от удачной охоты. Таким образом, чтобы быть в безопасности, лучше всего держаться вместе. Итак, мы подходим к сути. В норме человеку не свойственно испытывать стресс, при условии, что он находится в сплоченной стае. Но в отличие от животных, человек продолжает эволюционировать, все больше уходя от законов природы. Это вынуждает его искать другие пути соединения стаи. Появляется культура. Фрейд в свое время обозначил ее как способ выживания общества. Позднее в процессе развития к культуре добавляется еще один механизм – государственность. Это по сути более продвинутый вариант законов стаи. Ты учишься, выполняешь свою работу, и государство гарантирует твою неприкосновенность. Наша страна всегда была одним из самых сильных государств, включая грамотно построенный Советский Союз, в котором поддерживалось максимальное сплочение. Что происходит сейчас? Законы природы забыты, культура заменена бездарностью, вера в государство давно утрачена. Вместо принципа «держаться вместе» навязывается абсолютно глупая идея личного пространства, собственного «я» и независимости человека от общества. Представьте, что вы попали на необитаемый остров. Что вы будете делать прежде всего? Искать сеть. Итак, сегодня человек отказывается быть заодно со стаей. Соответственно, стая больше не гарантирует его безопасность. И помните, мы говорили, что человек должен жить без стресса, а в современных условиях он испытывает его постоянно. Причем это не здоровый стресс, побуждающий к действию, а угнетающий страх. Он стимулирует выработку норадреналина и других веществ, которые, во-первых, напрямую повреждают органы, а во-вторых, запускают тот самый цитокиновый шторм. Теперь конкретно о бедном представителе семейства бета-коронавирусов, которого наглым образом подставили и оклеветали. На самом деле, этот вирус, как и другие острые респираторные инфекции, играет чрезвычайно важную роль для здоровья человека. Он отвечает за перенастройку дыхательной системы с теплого воздуха на холодный и наоборот. Вот почему ОРВИ приходят осенью и весной. У нормального человека этот процесс происходит по стандартной схеме. Как водоснабжение при технических работах, система на время отключается, потеря запахов, немного повышается температура,
Ваш MacBook тоже греется при выполнении трудной задачи. Появляются сопли и кашель для удаления мусора, и наступает выздоровление. Это можно сравнить с сезонной заменой резины на автомобиле. Но у человека, который находится в состоянии панического страха и верит в то, что безобидный вирус может его убить, организм вместо того, чтобы принять изменения, открывает огонь из всех орудий. Только вирусу это не страшно, а вот клетки легких попадают под пули. Так развивается атипичная пневмония. Логично, что этот процесс возникает у пожилых, которые в силу возраста плохо воспринимают изменения, и у людей с высокой внушаемостью, которые верят в СМИ и испытывают страх. И вы наверняка знаете, что задача врачей в этом случае не повысить иммунитет, а наоборот остановить его.